Может ли дом быть отображением характера и нравов своего владельца? Безусловно. В усадьбе, принадлежавшей помещику Яцко, обличается нелюдимый нрав собственника и уединенный образ жизни. Даже само расположение дома помещика указывает на стремление к обособленности, поскольку находится он в бывшем хуторе Глебовка, а ныне селе с названием Новое Черниговского района, возникшем в 20-30-х годах 20-го столетия в процессе ликвидации хуторов советской властью. Однако Глебовку в прошлом сложно рассматривать как часть села Новое, поскольку в отдалении нескольких километров от последних домов населенного пункта сразу при въезде в бывший хутор появляются строгие очертания усадьбы с возвышающейся пристройкой и выходящими из нее окнами на единственную улицу поселка. Об усадьбе и самом помещике Яцко практически ничего не известно, кроме того, что в результате большевистской деятельности 1900-х годов, разжигающей ненависть к так называемым буржуям у крестьян и рабочих, был устроен погром, в том числе экономии помещика Яцко. Как сложилась судьба самого помещика, история умалчивает. В поисках информации про загадочного помещика мне показались интересными данные про казаков с производным от Якова прозвищем Ядько, проживавших в близлежащих с Глебовкой селах, как, например, Петрушине или Раище, которые вполне могли основать хутор в этих краях. Моя теория базируется на том, что имена в качестве фамилий могли взять люди, не имевшие родовой фамилии. Таким образом, разбогатевший казак был способен на строительство усадьбы для своей семьи. Судя по стилю исполнения, усадьба могла быть построена во второй половине XIX столетия. Выглядит она сдержанно, без излишних элементов декора как снаружи здания, так и внутри. Особое внимание привлекает двухъярусный мезонин над центральным входом. Определенно, после изгнания помещика усадьба была поделена на квартиры, где проживали люди, скорее всего, до того времени, пока не произошел крах Советского Союза и после развала колхозов работы в селе не осталось. Однако в правом крыле здания до сих пор проживает человек, в то время как левое крыло пришло в полный упадок. Деревянные полы были сняты под растопку, стекла из окон под хозяйственные нужды. Крыша провалилась от времени, а от печей остались лишь очертания на стенах. Любопытно то, что некоторые квартиры закрыты, несмотря на то, что в них можно попасть через пустое окно. Но в помещении, равно как и во всем здании, все пригожее было давно уже обеспечено своей ролью в хозяйстве.
Возможно, двери в квартиры были заколочены еще на тот момент, когда был смысл обеспечивать сохранность помещения, и люди предполагали вернуться или продать свое недвижимое имущество в этом импровизированном общежитии. Но обстоятельства сложились таким образом, что никто более не заинтересован в проживании далеко от благ цивилизации, и продать такое имущество, даже задешево, не представляется возможным. Даже несмотря на следы разрушения, внутри здания чувствуешь себя уютно, в особенности на верхнем ярусе, под самой крышей, у небольшого окошка с видом на сельскую улицу. Здание усадьбы сохранилось в хорошем состоянии, не говоря о крыше, провалившейся во многих местах. Но даже стихия не смогла повредить крепкие стены помещицкой усадьбы, простоявшей длительное время без надлежащего ухода. Поместье Яцко напомнило мне здание усадьбы барона Мейендорфа, которое мы уже успели осмотреть в селе Новый Быков. Ссылку на это видео оставлю в описании. Эти строения и внешне имеют общие черты, и судьба у них схожая. Разница только в том, что усадьба барона Мейендорфа находится ныне в ужасном состоянии и подлежит срочной реставрации, покуда старинное здание не превратилось в руины. А в усадьбе помещика Яцко продолжается жизнь. Быть может, это последний житель в судьбе здания, и слабо верится в счастливые предсказания, пророчащие реставрацию и толпу любопытных туристов у его крыльца. Однако, покуда в его стенах проходят чьи-то дни, история этой великолепной усадьбы продолжается.